должны обязательно понять, что вот этот фрагмент, то, что это для любой окрестности, это понятно, да, это очевидно. Вот это, что это означает? Это означает, что все элементы, кроме конечного числа, какого-то, может быть очень большого, но конечного числа, попадают внутрь этой окрестности. И надо четко понимать, что выбирая другую окрестность, мы, конечно же, будем получать другое n большое. Чем наша окрестность будет меньше, тем n большое будет больше. Потому мы его n большими пишем, да, большое такое. А эпсилон, вот сейчас у нас появится эпсилон, оно как раз маленькое. Ладно, это определение правильное, удобное, но не совсем. Не совсем, потому что вот тут операции принадлежности множеству, их не всегда удобно использовать при доказательствах каких-то других фактов или при вычислениях пределов. Еще один вариант определения. Вот. Давайте мы его приведем, а потом подумаем, чем они отличаются. Можно назвать так. Определение предела на языке симметричных окрестностей. На языке симметричных окрестностей. Собственно говоря, я вот что сделаю. Раз. И два. Для любой симметричной окрестности, ну то есть точка А называется пределом последовательности xn, если для любой симметричной окрестности точки А найдется такое n, большое, натуральное, что для всех n больших n, строго говоря, конечно, тут можно было не натуральное брать, а вещественное, просто вот тут надо брать все натуральные числа, так? Ну, традиционно тут тоже используют целое. Для любого m xn принадлежит вот этой самой симметричной. Мы имеем два определения. Давайте я первое определение тоже напишу. Ну вот выше. Выше. Определения разные, да, все-таки. Однако я утверждаю, что эти определения эквивалентны. Что означает эквивалентность двух определений? Это означает, что если последовательность имеет предел в смысле одного определения, то она обязательно имеет предел, причем тот же самый, в смысле второго. И наоборот. И наоборот. Я вот это все в скобочки возьму, и это тоже в скобочки возьму. Я хочу доказать, что из верхнего следует нижнее, а из нижнего следует верхнее. Ну, пока я ни то, ни другое не знаю, но вот давайте подумаем. Если у нас выполняется, вот давайте пока на это обратим внимание, если у нас выполняется нижнее определение, любая симметричная окрестность является просто окрестностью. Даже не важно, что вложено. Любая симметричная окрестность это окрестность точки. Да? А что здесь требуется? Чтобы нашлась какая-то окрестность, для которой выполняется вот это все. Ну так мы вот эту окрестность и предложим. То есть, если мы нашли не просто, а симметричную окрестность, это даже лучше будет, да, в каком-то смысле. Вот по этому определению мы нашли какую-то симметричную окрестность. Она является и просто окрестностью, поэтому выполняется и первый вариант определения. Вот мы возьмем эту симметричность, скажем, вот как раз это та окрестность, о которой идет. Хотя нет, знаете, что-то тут сильно я перепутал. Ну-ка еще раз. Для любой окрестности, так, для любой окрестности, для любой симметричной окрестности. Нет, я все перепутал. Значит, давайте другое введем. Ну ничего, бывает. Вот это легко доказать.
еще раз. Мы знаем, что для любой окрестности найдется такой n, что для любого n и так далее. Если для любой просто окрестности, то значит и для симметричной тоже. Так? Так что вот когда я говорил, что симметричная окрестность это частный случай обычной окрестности, значит, если я могу для любой окрестности найти, тогда я могу найти это же самое и для какой-то специальной. Да? Да. Ну, так вы можете найти просто окрестность. Верно? Понимаете, вот это то, что мы можем выбирать. Вот мы говорим, давайте возьмем такую окрестность. Выполняется ли для нее то-то и то-то. Нет, вы говорите, что одно утверждение обобщает другое, верно? Из одного утверждения следует другое. Если мы говорим, что для любой окрестности, абсолютно любой, это выполняется, то понятно, что это выполняется и для какого-то специального класса окрестностей. Потому что симметричные окрестности это просто некий особый вид обычных окрестностей. Да? Ну вот еще раз. Я беру какую-то окрестность УА и говорю, что вот выполняется это утверждение, то есть для данной окрестности я могу найти это. Да? Могу найти. А теперь я беру симметричную окрестность. Выбираю каким-то образом симметричную окрестность. Это же тоже окрестность, правильно? Значит, для нее тоже это выполняется. То, что я выбрал какой-то специальный вид окрестности, это ничего не меняет. Если я для любой окрестности могу это выбрать, то я могу это сделать и для симметричной. То есть, если у меня выполняется вот этот факт, для абсолютно любой, то понятно, что для какой-то специальной он тоже будет выполняться. Это множество более богатое, чем это. Поэтому, если я имею какое-то утверждение для множества всех окрестностей, то, конечно же, это выполняется и для множества всех симметричных окрестностей, потому что это просто часть всех окрестностей. Меньшая часть, конечно, но это часть. Если это все выполняется для большего множества, то, конечно, это выполняется и для меньшего. Вот, если такую картинку нарисовать, может быть, будет понятно. Так что вот эта стрелочка как раз доказывается просто. Если мы что-то знаем про все окрестности, то, разумеется, это будет здесь. Так. И обратно. Вот обратно похитрее. Видите, если мы хотим перейти сюда, то на самом деле мы считаем, что некий факт выполняется только для вот этой части окрестности. Да, вот мы говорим, пусть вот это выполняется, мы это знаем. Да? То есть, вот если мы возьмем любую симметричную окрестность, то все будет замечательно. Как доказать, что на самом деле этот же факт выполняется для всех окрестностей вообще? Не обязательно симметрично. Как распространить это свойство вот на все возможные окрестности? Как? Ну, мы знаем, что в любой окрестности находится какая-нибудь симметричная окрестность. Да. Возьмем ее. Видите, как это уже доказать? Мы хотим доказать вот это утверждение. Это мы знаем. Давайте я тут птичку поставлю. Вот это мы знаем, а это мы еще не знаем. Значит, мы должны взять какую-то обычную окрестность, какую-то выбрать окрестность, несимметричную, да, и доказать, что для нее все выполняется.
Давайте нарисуем. Вот какая-то окрестность, которую мы выбрали. Выбрали ее совершенно произвольным образом. Мы должны доказать, что для нее вот это все выполняется. А знаем мы, что выполняется это для симметричных окрестностей. И вот тут, как вы правильно сказали, мы должны воспользоваться тем свойством, которое полчаса назад мы упомянули. Для любой окрестности найдется вложенная в нее симметричная окрестность. Вот, значит, мы для этой окрестности получаем, напишем, выберем симметричную окрестность, вложенную в нашу исходную. Значит, эту мы выбрали абсолютно произвольным образом. Мы должны выбрать произвольным образом, потому что мы хотим доказать это свойство для любых окрестностей. Выбрали произвольным образом. Теперь уже по этой выбранной окрестности мы как-то выбираем симметричную. Это можно сделать многими способами, но самую большую, да, вот как-то так она будет выглядеть. Вот это U, A, эпсилон. Вот тут будет А у нас. Вот это симметричная окрестность. Как ее построить, мы обсуждаем. Всегда это можно сделать. По любой окрестности можно выбрать симметричную. Теперь, выбрали мы симметричную. Для любой симметричной выполняется вот это утверждение. Да? Значит, по условию для этой симметричной окрестности найдется такое n, что для любого n малого больше n большого xn принадлежит симметричной окрестности. Мы предполагаем, что этот факт выполняется. Мы хотим доказать, что тогда и этот факт выполняется. Вот для этого множества все хорошо. Но смотрите, если xn попадает вот сюда, то значит он попадает и в нашу исходную окрестность, да, даже в ее часть попадает. У а эпсилон вложено в ОА. Поэтому если элемент принадлежит этому множеству, то он обязательно принадлежит этому. xn принадлежит ОА просто. И смотрите, что мы доказали. Мы взяли совершенно произвольную окрестность точки А. Ну, потом мы что-то еще выбрали специально, это не важно даже сейчас. И потом мы в результате получили такое n большое, что для всех n малых больше n большого, xn принадлежат ОА. Я не стал подчеркивать промежуточные выкладки, да? Они были нужны, но сейчас я хочу на результат обратить внимание. Вот что мы взяли, произвольную ОА, и мы доказали, что для нее найдется такое n, что все xn с номерами большими, чем n большой, будут принадлежать ОА. То есть мы доказали в точности то, что хотели, для любой окрестности. Ну, конечно, мы при этом использовали вот этот факт. Мы считали, что это выполняется. Мы доказали, что из этого следует. То есть эта часть тоже доказана. Значит, еще раз. В эту сторону ничего доказывать не надо, потому что если что-то выполняется для любой окрестности, то, конечно, это выполняется и для какой-то специальной, для какого-то специального вида окрестности, в частности симметричной. Но на самом деле выполняется утверждение и в обратную сторону. Если мы знаем, что это выполняется только для симметричных, то, как мы только что показали, это будет выполняться и для всех. Ну вот, такое логическое построение. Попытайтесь его понять. Если будут вопросы, если будет не совсем понятно, может быть потом, когда мы такие построения будем еще использовать, а это стандартное построение доказательств, ну, может быть понятнее. Во всяком случае, сразу, уже сейчас вы должны попытаться в этом разобраться, а не откладывать это на подготовку к экзамену. Итак, мы доказали
надеюсь, я вас убедил, что мы доказали, эквивалентность двух определений предела последовательности. Зачем нам второе определение? Чем оно лучше? Ну, понятно, что если просто нарисовать тут значок эпсилон, то это не слишком полезное определение, потому что оно ничем не отличается от предыдущего. Дело в том, что второе определение для симметричных окрестностей можно переформулировать так, что вообще слово окрестность не будет возникать. И вот это определение как раз чаще всего используется. Давайте отметим. Определение предела на языке симметричных окрестностей можно переформулировать на языке, как говорят, эпсилон n. Ну, можно в кавычках это написать. На языке эпсилон n. Ну, то, что эти две буквы в определение входят, это мы видим, да? Но вот U не будет входить. И поэтому определение будет немножко удобнее. Определение предела на языке симметричных окрестностей можно переформулировать на так называемом языке эпсилон n. Эпсилон n. Вот что имеется в виду. Смотрите. Когда я говорю для любой симметричной окрестности, что нужно нам знать, чтобы однозначно определить симметричную окрестность точки А? А-то у нас фиксировано, правильно? Только эпсилон, да? Поэтому вместо того, чтобы писать для любой окрестности, я могу написать просто для любого эпсилон больше 0. Уже это эпсилон сразу определяет какую-то окрестность. Существует n, конечно, тут ничего не упростишь, так и напишем. Для любого n тут тоже ничего не упростишь. А вот здесь я тоже хочу избавиться от обозначения окрестностей. И мы должны вспомнить, мы уже это обсуждали сегодня, как переписать условие, что xn принадлежит симметричной окрестности с радиусом эпсилон. Это означает, что расстояние от xn до центра окрестности что? Меньше эпсилон. Вот, пожалуйста, это есть определение предела последовательности, определение конечного предела последовательности на языке эпсилон n. Ну вот, если бы я сразу его написал, вы бы сказали, что это абракадабра, и были бы правы, в общем-то. Теперь, я надеюсь, вы уже понимаете, что это не совсем абракадабра. Да? Все просто следует из определения на языке окрестностей. Главное, что здесь нет ничего, кроме чисел и каких-то отношений между ними. Ну и кванторов, конечно. Тут еще были, видите, окрестности, операция принадлежности, что не всегда удобно. Здесь только числа и неравенство. Значит, для любого эпсилон, эпсилон маленькая, потому что самое интересное происходит тогда, когда эпсилон маленькая. Найдется такое n, n, скорее всего, большое, чем у вас. Всегда представляете, что эпсилон это радиус окрестности. Тогда будет это проще понять. Найдется такой номер, что для всех больших номеров наши элементы последовательности попадут в симметричную окрестность. То есть будут находиться от А на расстоянии меньше, чем эпсилон. Вот и все. Видите, чередуются кванторы. Никакие пары из этих частей определения нельзя переставить местами. Ровно в таком порядке. Для любого эпсилона, эпсилон выбираем абсолютно как хотим, найдется такое n, которое, конечно, от эпсилон зависит, что для всех n, которые больше n большого, выполняется такое правило. Так, что? Вопросы? Разумеется, существуют способы вычисления пределов последовательности. Я, кстати, все сказал, несмотря на то, как обозначается тот факт, что
предел последовательности равняется А. Ну, это понятно. Слово лим, начало латинского слова, предел, ну, собственно, английского тоже. Предел xn, когда n стремится к бесконечности, равняется А. Вот так это и обозначается. Иногда еще так пишут. xn стремится к А. Иногда даже не пишут, что когда n стремится к бесконечности, и так понятно, но все-таки можно написать. Тогда это пишут под стрелочкой. Когда n стремится к бесконечности. Вот. Для того, чтобы использовать какие-то уже правила для вычисления пределов, желательно иметь некий запас известных пределов. Да? Ну а на этом этапе мы можем использовать только определение. Вот давайте мы аккуратно докажем, что предел последовательности единичка на n равняется нулю. Это, конечно, практически очевидно, но это же не аргумент. Вот у нас есть определение, давайте мы по определению это докажем. Ну, то есть xn равняется единичке на n. xn равняется единичке на n. Давайте сразу используем то определение, в котором нет никаких окрестностей. Значит, мы должны, выбрав какое угодно эпсилон положительное, предъявить вот это n большое. Ну, давайте я это перепишу для данной конкретной последовательности. Значит, для любого эпсилон больше нуля надо, чтобы существовало такое n натуральное, что для всех n малых больших n, а вот тут я уже напишу конкретное выражение, что получается. Ну, если я просто подставлю, я получу вот такое неравенство. Но понятно, его можно преобразовать, 0 писать не обязательно, и модуль писать не обязательно, потому что единица на n и так положительная. Так что я могу просто это переписать как единичка на n меньше эпсилон. Если это выполняется, то значит мы можем утверждать, что предел этой последовательности равняется нулю. То есть вот, чтобы доказать, мы должны описать, как же выбрать n для любого эпсилона. Как же выбрать n для любого эпсилона? Так, ну, не хочется мне все это стирать. Сейчас тут еще есть доска. Давайте начнем с этого неравенства. Когда мы доказываем по определению, что последовательность имеет предел, нам надо это неравенство преобразовать таким образом, чтобы оно определяло не эпсилон через какую-то формулу, а n через какую-то формулу, которая содержит эпсилон. Тут, конечно, все очень просто. Я их просто переверну, да, и получится, что n должно быть больше единицы на эпсилон. Так же? Ну, n переношу в правую часть, эпсилон переношу в левую часть, ну и меняю их местами. То есть, если я выберу эпсилон, я его могу выбрать как угодно, то это неравенство будет выполняться тогда, когда это неравенство выполняется. Это эквивалентное неравенство, правильно? Значит, мне нужно, чтобы n было больше, чем единичка на эпсилон. А по определению мне нужно, чтобы n было больше какого-то n натурального. Давайте картинку нарисуем. Вот у меня 0, да? Я выбрал эпсилон, и вот где-нибудь, кстати сказать, тут нолик даже не обязательно, где-то вот тут у меня будет единичка на эпсилон. А вот это у меня будет 1, 2, 3, 4, 5. Если на эту картинку посмотреть, то меня устраивают все n, начиная от четверки. Да?
Ну, единичка на эпсилон, скажем, 3,2. Как мне тогда выбрать натуральное n, чтобы для всех n малых, больших n большого у меня вот это выполнялось? В качестве n большого что мне взять надо? Тройку, правда? Тройку. То есть, если у меня единичка на эпсилон где-то вот тут находится, между тройкой и четверкой, мне нужно взять ближайшую к ней левую целую величину. Есть такая функция? Знаете? Есть такая функция целая часть вещественного числа. Она обычно обозначается вот так. В квадратных скобках. Целая часть вещественного числа – это ближайшая к вещественному числу целая величина, расположенная левее него или совпадающая с ним. То есть если x больше или равен n, ну или k давайте больше, и строго меньше k плюс 1, то целая часть по определению это k. Целая часть это k. Если у нас положительный x, то это просто означает, что мы отбрасываем дробную часть. Отбрасываем дробную часть. Как выглядит график функции y равняется целая часть x? Да, именно ступеньки. Значит, в нуле целая часть 0, да? В 1/2 тоже целая часть 0. И так будет до единицы. В единице уже, конечно, целая часть будет единица. И это будет продолжаться до двойки. В двойке целая часть будет уже двойка. И это будет продолжаться до тройки. Ну и так далее. Это вы можете прекрасно продолжить и вниз. Вот так эта лесенка и будет идти. Здесь тоже будет белый кружочек, здесь черный кружочек и так далее. Вот такие ступенечки, которые имеют ширину равную единице. Так вот, значит, в качестве n большого я могу взять целую часть величины единички на эпсилон. Потому что эта величина будет гарантированно меньше или равна единице на эпсилон. Правильно? Значит, если n будет больше единицы на эпсилон, то он будет больше этого n. Значит, для любого n, который больше n большого, это будет выполняться. Ну вот, попытайтесь это понять. Конечно, для более сложных формул нам придется более сложные преобразования делать, но цель та же самая. То есть мы должны получить оценку для n, содержащую эпсилон. Да? Если мы это сделаем, то, взяв целую часть от того, что стоит здесь, да, мы как раз и получим то n большое, которое нам нужно по определению. То есть мы должны получить оценку n малого через что-то, содержащее эпсилон. Это будет оценка всегда сверху, потому что тут оценка сверху, видите? Чтобы из нее обязательно следовало вот это. В нашем случае это не просто стрелочка, которая идет туда, это эквивалентность. Мы еще одну стрелочку можем нарисовать. Но это, кстати, совершенно не обязательно. Главное, чтобы из этого следовало S. Да? Значит, тогда что? Берем эпсилон. Поэтому эпсилон берем n большое. Вот такая формула. Для этого n большого мы знаем, что если мы выберем n больше n большого, то обязательно оно будет больше вот этого, единички на эпсилон. Значит, отсюда следует это. Ну, а это есть определение предела. До данной последовательности. Значит, еще раз. Мы только что доказали следующее. Что для любого эпсилона больше нуля найдется n
выбираем вот таким образом. Явным образом мы пишем просто, что это будет за n. Что для любого n малого больше, чем n большого, выполняется, что на самом деле n будет больше единички на эпсилон, но из этого следует, что единичка на n будет меньше эпсилон. А это что такое? А это в точности условие вот это. Просто для нашей специальной последовательности вот это. Да? Это как раз можно переписать в виде xn минус a меньше эпсилон. А у нас 0, xn это единичка на n. Это в точности то, что я написал. Таким образом выполняется наше определение. Каким бы я ни взял эпсилон, видите, 0 я брать не могу. На 0 делить нельзя. Но какое угодно положительное я могу взять. Найдется такое n большое, что для всех n больших элемент нашей последовательности попадет в эпсилон окрестность точки. Вот. Все. Ну ладно. Надеюсь, что это мы поняли. Если я здесь возьму последовательность вот такую, минус единичка в степени n поделить на n. Вот хорошая новость. Если я такую возьму последовательность, то в нашем доказательстве ничего менять не придется. Да? Потому что если я напишу, опять же, что такое xn минус a меньше эпсилон, то у меня получится минус единичка, ну здесь, минус единичка в степени n поделить на n минус 0 меньше эпсилон. Но 0 я писать не обязан. Минус единица в степени n поделить на n меньше эпсилон. Модуль от минус единицы это единица. И мы на самом деле получаем в точности то неравенство, которое мы уже анализировали. Так что эти два случая рассматриваются абсолютно верно. Ну, более сложные случаи вы рассмотрите на практике. Так, хорошо. Дальше. Мы получили определение предела последовательности, даже не одно, а целых два, сильно отличающихся вот это и это. И тем будем пользоваться. А что означает, что предел последовательности не равняется А? Я не утверждаю, что эта последовательность не имеет предела. Я просто хочу записать выражение, которое означает, что вот это конкретное число не является пределом. То есть отрицание. Да? Отрицание того, что А является пределом последовательности X. Может, какой-то B будет пределом, да? Но вот А как раз не является. В нашем случае, например, я могу записать, что предел единичка на n не равняется единице. Это чистая правда, да? Так вот, как это записать, используя определение? Отрицание взять, правильно? Вот длинное такое отрицание. И вспомнить, что происходит с частями утверждения, имеющими кванты, если мы ко всему утверждению применяем отрицание. И чисто формально давайте это сделаем. Существует эпсилон больше нуля, такое, что для любого n, принадлежащего n большого, существует такое n больше n, такое, что xn минус a будет больше или равно эпсилон. Все предварительные условия просто меняют кванторы, и самое главное, изменяется последнее утверждение на противоположность. Вот оказывается, что означает, что точка А не является пределом последовательности X. Ну и хотя мы это записали чисто формально, совершенно очевидно, что так и должно быть. Давайте-ка мы это проиллюстрируем на картинке.
конечно, написать это на языке окрестности. Найдется такая окрестность, что для любого номера, может быть очень большого, найдется номер еще больше, хотя бы один, такой, что соответствующий элемент нашей последовательности не попадает в окрестность эпсилон, да, находится снаружи. Вот последовательность единичка на это. И так далее. Вот как доказать, что единица не является предметом? Видите, тут именно существует эпсилон. Если я возьму какой-то неподходящий эпсилон, то все будет выполняться, и вот это вот будет нарушаться. Если я возьму очень большую окрестность, то в нее, конечно, попадут все элементы, и я не смогу доказать, что это не предмет. Но я же не буду брать большой. Вот давайте я возьму окрестность единички радиуса 1/2. То есть возьму эпсилон равное 1/2. Найдется, для любого номера найдется такой еще больший номер, который не попадет в нашу окрестность. Да, запросто. Конечно. Собственно говоря, в эту окрестность попадет только единичка. Да? Так что это все получается очень просто. Какой бы мы номер ни взяли, скажем 100, возьмем 101, и понятно, что он будет уже лежать вне этой окрестности. Так что это все выполнено. Более интересный случай, если мы рассмотрим последовательность вот эту. Я ее ферен обозначил, да? Минус единица в степени n. Я утверждаю, что у нее предела нет. Что это означает? Это означает, что для любого а вещественного вот выполняется, что ферента не равняется а. Да? Вот давайте прикинем, так это или нет. Ну, учитывая, что наша последовательность прыгает между этими двумя точками, ясно, что никакая другая точка, кроме этих, вообще никакого отношения к пределу не имеет. Вот, скажем, если мы возьмем, ну, скажем, двойку, да, и возьмем окрестность равную 1/2 для этой двойки. Совершенно очевидно, что ни одна точка не попадает, то есть, видите, существует для точки А равной двойке, например, для точки А равной двойке, существует такая окрестность радиуса, скажем, 1/2, для которой ни одна точка не попадает в нашу вот эту окрестность, и поэтому о пределе говорить нельзя. Давайте рассмотрим вот эту точку. Это поинтереснее. А равняется единице. Верно ли, что для нее можно подобрать такой эпсилон, что какой бы мы большой номер ни взяли, найдется еще больший номер, для которого элемент нашей последовательности не попадет в нашу окрестность? Верно. Мы можем взять, например, радиус эпсилон равный единице. То есть окрестность будет начинаться в нуле и доходить до двойки. Возьмем какое-то большое n. Скажем 1000. 1000. Как для этого большого n предъявить еще больший номер, для которого элемент нашей последовательности, ну тут, конечно, надо фи написать, да? Элемент нашей последовательности не попадает в эту окрестность. Какой номер? Любой больший номер, который является нечетным, да? Потому что если n малое будет нечетное, тогда элемент будет иметь значение -1, и он будет здесь. Значит, он сюда не попадет. И видите, это я могу сделать действительно для любого n. Какое бы большое n я не выбрал. Хоть я возьму миллиард, хоть 100 миллиардов, я все равно найду число, которое будет больше этого n и нечетное. И тогда как раз этот элемент не будет попадать в эту окрестность. А мне всего лишь одну окрестность достаточно предъявить. Тут квантовое существование стоит.
Эти кванты всеобщности переходят сюда. Выбираю какую-то конкретную окрестность и говорю, что вот выбрал ее, и для любого n я смогу подобрать элемент с номером больше, чем n, который не попадает в мою окрестность. Значит, все. Эта точка тоже не является пределом. Но -1 по той же самой причине тоже не является пределом. Значит, ни одно число не удовлетворяет определению предела, то есть данная последовательность не имеет конечного предела. Ну, на самом деле бесконечного тоже не имеет, так, но мы еще бесконечные пределы не рассматриваем. Ну вот, с определением предела, я надеюсь, мы разобрались. В следующий раз мы будем изучать свойства предела последовательности.